Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и вы на канале Crochet Evolution. Сегодня я приглашаю вас в новый увлекательный проект. Посмотрите на этого красавца. Это изящный анатомичный пудель, который может стать жемчужиной вашей коллекции или идеальным подарком. На первый взгляд он кажется сложным из-за своей интересной фактуры, но я спешу вас обрадовать. Схема проработана мной настолько детально, что вязать его будет легко и приятно. В этом вводном видео мы разберем все особенности этой модели, подготовим материалы, и я расскажу, как мы будем работать дальше. Давайте рассмотрим его поближе. Сначала о размерах. В высоту от макушки до кончиков лап 12 сантиметров. По ширине 5 сантиметров. Теперь о конструкции. Самый приятный момент для многих мастеров. Этот пудель практически цельновязанный. Тело и ножки вяжутся одной деталью. Пришить нам останется только голову, ушки и хвостик. Никакой долгой и мучительной сборки. Фактура. Здесь мы совместим две техники. Гладкие участки вяжутся обычными столбиками без накида, а эффектные кудряшки на голове, ушках, лапках и хвостике мы создадим с помощью пышных столбиков. Далее устойчивость. Обратите внимание, пудель уверенно стоит на поверхности сам. При этом мы не используем проволочный каркас. Секрет в правильной анатомической схеме и плотной набивке. Теперь, что касается техники вязания. Мы будем вязать методом крестики, X-образные столбики. Это даст нам плотное полотно, через которое не будет просвечивать наполнитель, и игрушка будет держать форму идеально. Размер игрушки очень компактный, что открывает простор для фантазии. Она может быть интерьерной статуэткой или стать стильным брелоком на сумку, если добавить карабин. Расход материалов минимальный. Вам понадобится меньше одного мотка пряжи. Это отличный способ использовать остатки любимых цветов. Оформление мордочки тоже лаконичное. Глазки на безопасном креплении и совсем немного вышивки, только чтобы придать характер. Вы можете экспериментировать с цветом пряжи, добавить бантики или ошейник другого цвета, и у каждого получится свой уникальный питомец. А теперь давайте подготовим все необходимое для старта. Для вязания игрушки я использовала пряжу Yarnart Etamin, производитель Турция. Это стопроцентный акрил в 30 граммах 180 метров. И сейчас сориентирую по цветам. Основной цвет номер 463, потребуется меньше мотка. Всех остальных цветов совсем по чуть-чуть. Для вышивки белочков на глазах номер 421. Для вышивки носа 422. Для вышивки бровей, у меня уже заканчивается эта пряжа, номер 440. Для ошейника 445. Этими цветами я вязала вот этого пуделя. В мастер-классе я буду вязать его из молочной пряжи. Вот из этой пряжи буду вязать, номер 423. Из этой пряжи я сделаю бровки 447А. И по поводу ошейника я подумаю. Белая и черная также пригодятся. Для наполнения я использую холофайбер. Можете использовать синтепух или любой наполнитель, который у вас есть. Вязала крючком номер 1. Также потребуются ножницы, иголочки
для сшивания и разметки, маркеры. И если вы хотите сделать игрушку в виде брелка, тогда потребуется специальное кольцо. И чуть не забыла про глазки. Я использую на безопасном креплении обычные черные глазки, диаметр 5 мм. Вы можете использовать аналогичную пряжу или взять пряжу потолще и крючок соответственно побольше размером. Тогда игрушка у вас будет также большего размера. Этот видеокурс я создала специально для поддержки нашего сообщества. Это первое ознакомительное видео, доступно всем. А вот сам процесс вязания, пошаговый и подробный, начнется уже в следующей, второй части. Полный доступ ко всем урокам этого курса открыт для спонсоров уровня 1 и выше. Это моя благодарность тем, кто поддерживает развитие канала и позволяет мне создавать такие качественные схемы. Если вы хотите связать этого чудесного пуделя вместе со мной, нажимайте кнопку «Спонсировать» под этим видео. Выбирайте уровень, и вам сразу откроется доступ к продолжению. Мои уроки смотрят мастера со всего мира, и для меня очень важно, чтобы каждому из вас было комфортно. Поэтому для этого курса мы подготовили субтитры на разных языках. Пожалуйста, проверьте настройки прямо сейчас. Нажмите на значок SS или шестеренку в углу плеера и выберите свой язык. Так вы не упустите ни одной важной детали. А если языка вашей страны нет, а вы очень хотите связать со мной этого пуделя, напишите, пожалуйста, в комментариях, и мы обязательно его добавим. Готовьте пряжу и до встречи во второй части. Пока-пока!